Здравствуйте, меня зовут Бузунов Роман Вячеславович. Я заведую Центром медицины сна клинического санатория Барвиха, Управления делами президента Российской Федерации. И уже более 20 лет занимаюсь диагностикой и лечением храпа, апноэ сна, бессонницы и других расстройств сна. Сегодня я хотел бы поговорить о храпе у мужчин. Он имеет свои отличительные особенности. Прежде всего, вообще мужчины чаще храпят, чем женщины. Одна из теорий говорит о том, что женские половые гормоны, когда у женщины сохранена еще менструальная функция, защищают почему-то женщину от храпа. И у женщины меньше и самого храпа, меньше нарушений дыхания во сне, в частности апноэ сна. Но когда наступает менопауза, частота храпа у женщин возрастает и, соответственно, практически сравнивается с частотой храпа у мужчин. Что касается мужчин, они, к сожалению, еще ведут, как правило, менее здоровый образ жизни. Это курение, это избыточное потребление алкоголя. И алкоголь утяжеляет и храп, и остановки дыхания во сне. Кстати, есть такая зависимость. 200 грамм водки, принятые человеком перед сном, на ночь усиливают храп в 2 раза. И апноэ сна тоже усиливается в 2 раза. Мужчины ведут, особенно современные мужчины, малоподвижный образ жизни. Это приводит к накоплению веса, и это тоже способствует утяжелению храпа. И вообще, к сожалению, мужчины несколько более легкомысленно относятся к этой проблеме. Если женщина храпит, то все-таки она, как правило, предпринимает больше каких-то усилий, чтобы избавиться от этой проблемы. А мужчина считает богатырский храп, и как все богатыри, я тоже буду храпеть. На самом деле ничего хорошего в этом нет. Храп имеет свои серьезные отрицательные последствия, которые выражаются в увеличении частоты сердечно-сосудистых, метаболических, неврологических и легочных рисков. Это приводит к увеличению гипертонии, частоты гипертонии, нарушению ритма сердца, инфарктов, инсультов и внезапной смерти во сне. Еще одна печальная для мужчин ситуация с храпом. Дело в том, что храп и особенно апноэ сна вызывает существенное ухудшение качества сна, а это приводит к падению продукции тестостерона, мужского полового гормона, который продуцируется ночью в глубоких стадиях сна. А это, в свою очередь, приводит к снижению потенции. Еще более того, неэффективный сон ухудшает либидо, то есть мужчина просто ничего не хочет. И теперь представим себе ситуацию. Мужчина, который храпит и беспокоит просто окружающих, близкую половину, мешает ей спать. Не выполняет свои супружеские обязанности, потому что у него импотенция и снижение либидо. Он просто хочет сидеть на диване, отдыхать и ничего не делать. То есть он превращается из кормильца в иждивенца, которого нужно холить, лелеять, убаюкивать, укладывать, но он ни на что не способен. Вот к чему может привести храп у мужчин. Поэтому, если вы храпите, если у вас имеются остановки дыхания во сне, если у вас беспокойный неосвежающий сон, учащенное мочеиспускание, артериальная гипертония, разбитость с утра, проблемы с потенцией либидо и тяжелая дневная сонливость – это симптомы синдрома обструктивного апноэ сна, которые необходимо лечить. В этой ситуации обязательно необходимо обратиться к сомнологу. Можно провести специальные исследования, поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение. В большинстве случаев мы можем таким пациентам эффективно помогать и делать их здоровыми мужчинами, любящими мужьями и главами семейств. Всего вам хорошего, удачи! Подписывайтесь на наш канал, и вы будете получать актуальные видео по проблемам медицины сна, храпа, апноэ, бессонницы и других проблем со здоровьем. Удачи вам, успехов и не болейте! С вами был Бузунов Роман Вячеславович.